Сяо Янь? Но, к сожалению, здесь лишь твой потомок. А это просто веховое событие в истории расколотой битвой Синева Небес. Ведь нам наконец-то официально показали главного злодея – Хунь Тяньди. Да, мы уже близимся к финалу сюжету, но до сих пор этот таинственный антагонист не был представлен. Ни его внешность, ни облик, ни другие особенности. Так что вот, официально, это Хунь Тяньди. Сильнейший эксперт клана Хунь, святой пика 9 звезд, виновный в убийстве Сяо Сюаня и уничтожении клана Сяо. Да что тут мелочиться, это финальный босс. Тот, кто строил планы на протяжении 1000 лет. Его главная цель – стать богом Доуди. Представить себе именно сейчас, вот в такой дружелюбной сначала, а потом убийственной обстановке, первое появление Хунь Тяньди в Дунхуа. Не похож на главного злодея, согласитесь. Как вам его внешность? Его модель персонажа, на удивление, молода и красива. Кажется, принадлежит к другому поколению, чем Гу Юань и Сяо Сюань. Под его мягкой и утонченной внешностью ученого скрывается безжалостная и беспощадная натура. Модель персонажа императора Хунь Тяньди невероятно крутая. Он получил известие о Сяо Яне, который победил зал душ, став повелителем центральных равнин. Но, как и Хунь Мишен, он смотрит на Сяо Яня свысока. Он устраивает резню в целом городе после того, как его высмеяли, в то время как Гу Юань бездействует. Хунь Тяньди, а его имя также звучит как Император Душ, облаченный в белое, эффектно появляется. Его ученый наряд скрывает резню, призванную утвердить его власть. Недооценка Сяо Яня в конечном итоге приведет к его падению. А Сяо Янь в это же самое время отправился на помощь клану 9 глубинных питонов, чтобы спасти королеву Медузу. Главный антагонист, самый опасный противник Сяо Яня во всей истории романа, он представлен не одной, а несколькими моделями персонажей. Постер к битве между двумя императорами весьма впечатляет, но, к удивлению, при первом появлении он предстает в другой модели, в образе ученого в белых одеждах. Хунь Тяньди носит простую белую мантию, без каких-либо вычурных украшений. Несмотря на свою простоту, она излучает элегантность. Его длинные черные волосы, естественно, не спадают, подчеркивая его утонченность. Все обращались к нему как к господину. Особенно с нефритовым кулоном на поясе и серебряным веером в руке, Хунь Тяньди действительно источает ауру благородного человека. Словно он живет в уединении, больше не занимаясь делами клана Хунь, а работая учителем в этом маленьком городке. Хотя ему и не хватает внушительной внешности главы клана, эта нынешняя модель в белых одеждах невероятно красива и обладает неповторимым обаянием. Однако отношение Хунь Тяньди к Сяо Яню было по сути таким же, как и у главы зала душ Хунь Мишена. Во время финальной битвы близ падшей горы он упомянул, что давно присматривался к Сяо Яню, но он и его подчиненные недооценили его, позволив Сяо Яню постепенно подняться до уровня святого, что в конечном итоге привело к смерти Хунь Мишена. Теперь Хунь Тяньди, похоже, делает то же самое, несмотря на то, что получил известие о том, что Альянс Небесного Дворца стал новым правителем центральных равнин, а зал душ потерпел поражение. Поразительно, но Хунь Тяньди по-прежнему смотрел на Сяо Яня свысока, считая его всего лишь незначительным потомком семьи Сяо, ни капельки не похожим на Сяо Сюаня. В глазах Хунь Тяньди единственным его соперником был Сяо Сюань. Если бы воскрес Сяо Сюань, было бы весело, но с Сяо Янем было бы довольно скучно. К сожалению, главе Хунь было суждено заплатить за свое презрение. В настоящее время Сяо Янь видит в Сяо Сюане свою цель, но его будущие достижения намного превзойдут достижения предка Сяо Сюаня. Сяо Янь станет сильнейшим противником Хунь Тяньди за всю историю. Понятно, что Хунь Тяньди недооценил Сяо Яня, учитывая, что сам он был 9-звездочным святым Доушен высшего уровня, в то время как Сяо Янь был всего лишь на 5-й звезде. Они были совершенно разной категории. Более того, Хунь Тяньди действовал решительно и безжалостно. Ему достаточно было выйти на прогулку, чтобы услышать, как дети в городе поют песенку о том, дворец душ разрушен, и некогда добрый и мягкий человек мгновенно стал холодным и безжалостным, просто потому что над ним насмехались. А это означало насмешки над кланом Хунь и даже над ним самим. Хунь Тяньди обрушил на город разрушительную атаку, поглотив всех, кто попадался ему на глаза, и собрав души всех его обитателей. Это было невероятно жестоко и безжалостно.
Все дело в том, что Хун Тяньди получил письмо от клана, в котором сообщалось, что возвышение Альянса уже повлияло на положение дел. Пока он шел по улице, дети пели о Небесном Альянсе, в воздухе раздавались победные песни. Многие прохожие восклицали, что небо над центральными равнинами наконец-то прояснилось. Зал душ совершил бесчисленные злодеяния, причинив огромные страдания даже обычным смертным. Когда император Хун Тяньди шел, многие люди тепло приветствовали его, но картина быстро изменилась. Чистое небо окрасилось в кроваво-красный цвет. Император душ создал ужасающую магическую защиту, и эти смертные мгновенно превратились в пепел, демонстрируя свою безжалостность. Он не пощадил даже обычных смертных. Сцена резни, устроенная Хун Тяньди, была поистине ужасающей, доказывая, что он по праву заслуживает титул сильнейшего злодея. Однако, чем больше он действовал подобным образом, тем более некомпетентным казался Гу Юань. В конце концов, Гу Юань был святым 9 звезд пиковой силы и постоянно следил за кланом Хунь и опасался его. Он должен был знать о жестоких действиях императора Хун Тяньди, но не остановил их, по-видимому, предпочитая стоять в стороне и ничего не делать, или, возможно, не желая обострять конфликт. Как некоторые писали в комментариях, Хун Тяньди в белой одежде кажется безобидным и благородным, но его сердце грязное, презренное и мерзкое. После разрушения зала души, вместо того, чтобы организовать своих подчиненных для мести, он использовал свою силу, чтобы выплеснуть свой гнев на жителей всего города. Вот уж таких злодеев поискать нужно. Кстати, как вам идея сделать сравнение главных злодеев различных Дунхуа? Напишите в комментариях, если интересно. Этот сюжет вызвал некоторые споры, и многие поклонники оригинального романа посчитали, что уничтожение обычных жителей города было слишком примитивным. Вероятно, создатели таким образом хотели подчеркнуть его безжалостную и безумную сторону. Что же касается его дизайна и модели персонажа, то Хун Тяньди — это, пожалуй, одна из лучших моделей в аниме на данный момент. Честно говоря, когда впервые увидел его, многие подумали, что он из другого аниме. У него струящиеся гладкие волосы, а черты лица красивые и утонченные. Кстати, на этом YouTube-канале вышел ролик про Хун Тяньди, его тысячелетний план сквозь века, где он шаг за шагом близился к заветной цели – стать богом. И второй ролик, как у Хун Тяньди это получилось. Он стал первым доуди на континенте. Обязательно посмотрите эти интересные видео. Ссылки на них будут в описании и комментарии. Это, можно сказать, дополнение к сегодняшнему видео для полной картины. Так что ждем этого поистине безумного злодея и его первую встречу с Сяо Янем. Как это будет? А если вы хотите увидеть больше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До скорой встречи!